Третий поворотный момент самый обыденный, но самый важный. Первый был, когда по Фитоа пронеслась катастрофа маны, а Рудиус был случайно заброшен на демонический континент. Его вины здесь нет. Второй произошел, когда Рудиус не смог удержать язык за зубами и был жестоко убит Орстедом. Досадная оплошность? Не более. Третий же — его собственное осознанное решение, и оно будет иметь долгие и серьезные последствия. Происходит слом жанра, и ваша любимая Мушока перестанет быть прежней. Но что это значит, я расскажу чуть позже. А пока займемся сравнением аниме и ранобэ. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А серия начинается с... Да вы что, издеваетесь? У вас там какая-то традиция начинать серию со всратых кадров. В прошлой серии были Риния с Пурсеной, теперь этот Руди. Ладно. В общем, нам показывают, что Норн сблизилась с братом и даже здоровается при встрече, а также то, что она завела себе друзей. В новелле еще описывается то, что по ее просьбе Руди начал помогать сестре. Чтобы Айша не ревновала, такие занятия ограничивались 1 часом в день, во время которых Руди не только следил за выполнением домашки, но и рассказывал Норн о Руджерде и демоническом континенте. Любые другие темы у них особо не клеились. Ну и раз уж речь зашла про демонов, Руди в очередной раз вспоминает, что наступило лето, а бодигади как ушел, так и не вернулся. В аниме же про вечно смеющегося короля совсем забыли. Также в новелле Рудиус описывает свою учебу в академии и то, что продвинутые уровни лечения и детоксикации даются ему очень тяжело. А еще он отказался от мысли подниматься на уровень святого огня и ветра, мотивируя это тем, что заклинания святого уровня — это управление погодой, которые, памятуя наказ Рокси, лучше не применять почем зря. А еще они попросту не нужны в повседневной жизни. И на этом моменте все фанаты суперсильных героев исекаев застрочили гневные комменты. А после опенинга нам показывают еще один мирный вечер в особняке Грейратов и то, что Айша захотела себе зарплату. Это в аниме все решилось вот так просто. В новелле же Руди, как и обычно, сначала посоветовался с Сильфи и только потом решил давать Айше деньги на карманные расходы. В общем, сцена в магазине в аниме идет примерно по новелле. Айша покупает всякие мелочи, а попутно строит глазки своему братику. Тот готов на все, но как только речь заходит про то, чтобы разделить постель, как Рудиус резко отметает эту идею. И этого человека вы называете PDF-файлом. Я в одном из предыдущих роликов уже говорил, что тело Рудиуса физиологически не реагирует на собственных сестер. Так что Айша зря старается. Что из аниме вырезали, так это то, что после инцидента с телепортацией, оказывается, Рудиус носит запас денег, вшитый в одежду. И что несколько монет у него есть в подошве ботинок. Дальше в серии нам показывают то, как идут дела у Нанахоши. И здесь из аниме напрочь вырезано лорное объяснение того, как работает призыв. И, честно говоря, я не понимаю, зачем это сделано. Ну, у вас есть я, поэтому слушайте. Магия призыва делится на магию призыва магических зверей и призыва духов. Призывом маг-зверей можно вызвать разумное существо, оплатить ему определенную компенсацию и заставить его служить. Их сложно контролировать, но они способны самостоятельно думать и принимать решения. Это именно тот вид призыва, о котором думают в первую очередь. Обычно призываются монстры, уже существующие в мире, но если ты очень крутой, то можно призвать и какое-нибудь легендарное существо, которое, как считается, призывается из других миров. Также этим же типом заклинаний можно призывать и неодушевленные вещи. Например, Нанахоши призвала бутылку. Призыв духов же технически совершенно другое заклинание, больше похожее на программирование. Они лишь действуют по заданным шаблонам, однако если программировать долго и упорно, то такие духи могут сойти и за человека. И по новелле уже здесь можно понять, что Нанахоши говорит о Перугиусе и его 11 фамильярах. В любом случае, Нанахоши предупреждает Рудиуса о том, чтобы он не болтал лишнего, ведь обычно считается, что духи тоже живые, и призывают их напрямую из мира пустоты. При всем при этом она разрешает копировать круг призыва Светлячка для продажи гильдии магов. Говорит, что Перугиус не расстроится, а еще наказывает при продаже упомянуть ее имя, чтобы Рудиуса не надурили с ценой. Дальше в аниме нам показывают Занобу, а я анонсирую видеопутешествие, пока
карте мира безработного. Ее я лично перевел на русский, поправил косяки и вместе с ней целых 20 минут рассказываю про достопримечательности, экономику, политику и быт обычных людей в разных уголках мира людей, от центрального континента до демонического. Все это великолепие выйдет на ютубе, но сперва побудет в раннем доступе на моем бусти, где по цене пачки чипсов можно получить ранний доступ к лорным видео по безработному. Подписаться можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, а мы продолжаем. Дальше в аниме нам показывают, как Заноба дарит Джулии фигурку красного дракона. В целом вся сцена идет ровно по новелле, разве что я должен вам напомнить, что из аниме вырезана целая глава про отношения Джинджер и Занобы, и что тот ее чуть не задушил от ярости. Но про это я уже рассказывал. Дальше нам показывают Клиффа, который придумал устройство, подавляющее проклятие Элинолис. И эта сцена тоже идет почти точно как по новелле. Ну а что вы хотите? Всего 2 главы на серию. Я лично доволен. Тем не менее, из аниме была вырезана пометка о том, что Клифф с Лизой успели поссориться на тему вот этих вот огромных трусов борцов сумо. В комментариях обязательно подскажут, как они называются. Лиза была рада их нацепить, а Клифф был против, чтобы его возлюбленная носила что-то такое. В итоге конфликт завершился, цитата, «в течение одной страстной ночи». А тем временем не один десяток страстных ночей Рудиуса принес плоды, и теперь уже будущему отцу Сильфи рассказывает радостную весть. Ну что, этот 30-летний жирный Атаку смог обрюхатить няшную эльфичку, а ты нет, и я нет. Ну и кто теперь Сигма? После этого момента, я считаю, вообще все претензии к Рудиусу, даже у не самой умной части аниме-комьюнити, должны отпасть. Теперь он не только любящий муж, но и будущий достойный отец. Мы за него радоваться должны. Тем временем сцена передана в точности по ранобэ, за исключением абсолютно лишнего очередного подката Айши к брату. Она прямо-таки лезет к нему в постель. Что еще вырезали, так это то, как будущие родители еще несколько часов сидели и обсуждали, кого они хотят, мальчика или девочку. И здесь в новелле еще раз подсвечивается, что если старый безработный с земли выбрал бы девочку, похотливо улыбаясь, то Рудиус мыслит совершенно по-иному. Наконец нам показывают очень трогательную сцену мечты Рудиуса о том, чтобы за столом вновь собралась вся семья, вместе с Пауло и Зенит. Однако вы не забыли, что серия называется «Третий поворотный момент»? Через 2 месяца приходит письмо от Гису, в котором тот просит о помощи. И здесь в аниме идет слишком резкий переход к Хитагами, потому как в новелле Руди просто упал без чувств. И это нифига не мелочь, а еще одна зацепка о том, как именно Хитагами связывается с Рудиусом. Сам же разговор с богом людей идет в точности по новелле, как и в предыдущие разы. Все же эти сцены не то, что стоит резать, пусть даже и на грош. Это я так намекаю аниме-онли зрителям пересмотреть все встречи Рудиуса с Хитагами и проанализировать. В общем, Руди в растерянности и не может решить, что ему делать. И здесь впервые в аниме показан по-настоящему сложный взрослый выбор. Выбор, который можешь сделать только ты и никто другой. Мои зрители постарше наверняка согласятся с тем, что бывают в жизни моменты, когда приходится выбирать вслепую, не зная, к чему приведет выбранное решение. Но в любом случае ответственность за решение будет на тебе и ни на ком ином. Собственно, это и есть настоящее взросление. И если вы думаете, что Хитагами врет, я вас расстрою. Реши Рудиус остаться, он бы действительно поженился бы на Ринии или Пурсене, а Сильфи легко приняла бы его решение. Это сильный момент, и его силу вы поймете еще не скоро. Только если у меня в комментариях все не проспойлерят. Вы же хорошие, вы же не будете спойлерить, правда? Тем временем Руди пытается выяснить у своих друзей, что они думают по поводу письма. Элинолис советует остаться. Взамен она сама пойдет на выручку так ненавистному ей Пауло. Она даже готова бросить Клиффа ради этого. Заноба же наоборот, говорит, что готов присмотреть за семьей Рудиуса, пока тот будет путешествовать. В конце концов, Руди решает никуда не ехать. Однако со своими размышлениями он впадает в отчаяние. В новелле он почти не ест и не спит 4 дня, раз за разом прокручивая каждый сценарий и каждый совет.
С одной стороны, он обещал Сильфи никогда ее не бросать, постоянно говорил, как сильно хочет от нее детей, и таким образом отъезд будет выглядеть как предательство. С другой стороны, со всеми своими попытками обустроить личную жизнь, он действительно забыл о матери, и за этот грех может прийти расплата. Думая об этом в новелле, он сидит на крыльце особняка, голодный и не спавший. В аниме же он выглядит куда более бодрячком. Но ей-богу, могли же ему нарисовать круги под глазами. Но тут в путь собирается Норн, и в аниме зачем-то добавили момент, где она с грохотом падает с лестницы. Наверное, для того, чтобы показать, что она совсем не готова к путешествиям. Хотя, как по мне, это больше походит на неуместную шутку. В итоге Рудиус Грейрат решает отправиться на континент Бегарит, чтобы помочь своему отцу спасти Зенит. В новелле его мысли раскрыты куда сильнее. Там он думает про то, что стал достаточно силен, чтобы в одиночку пересечь демонический континент. Это он тут сидит на крыльце и выбирает, как поступить. У Норн же выбора нет, и поэтому он делает свой выбор за нее и ради своей семьи. Третий поворотный момент снова изменит стиль повествования. Жизнь Рудиуса до первого поворотного момента, катастрофы Маны, была под стать его возрасту. Детской сказкой, где главный герой очень сильный и справляется со всеми своими проблемами играючи. Над девочкой издеваются? Я ее спасу. Родители рассорились? Так я сохраню семью. Нас похитили? Так я и тут выйду сухим из воды. Затем происходит телепортация региона Фитоа, и жизнь Рудиуса, а следом и жанр повествования меняется под стать возрасту и становится приключенческим рассказом. Появление в новом мире, встреча со страшным снаружи, но добрым внутри демоном, путешествие по неизведанным землям, глупые шалости по перекраске волос, первые не очень сложные проблемы, первые ошибки с человеческими жертвами, а затем снова приключения, спасение невинных и надуманное обвинение, глупое тюремное заключение и снова приключения, иногда серьезные проблемы, но в основном история идет на мажорной ноте, пока Орстед не раздавливает Рудиусу сердце, просто потому, что тот обронил слово Хитагами. Таков второй поворотный момент. История мрачнеет. Эрис бросает Рудиуса, и тот 2 года скитается в шаге от того, чтобы не совершить непоправимое. Дальше Руди взрослеет, и вот уже начинается типичный школьный slice of life. С хулиганками, школьным советом, глупыми обвинениями в краже белья и прочими атрибутами типичного комедийного аниме. Затем нам немного показывают семейную жизнь, но приходит третий поворотный момент. Первое, по-настоящему судьбоносное, самостоятельное взрослое решение. И с этого момента тон повествования снова поменяется. Сказка, приключения, slice of life и, наконец, Рудиус стал достаточно взрослым, чтобы судьба начала бить в полную силу. Да, следующим жанром произведения станет драма, перерастающая в трагедию. И еще немного сдобрить щепоткой военных преступлений, и можно подавать на телеэкраны. Ваша любимая Мушока перестанет быть прежней. Да, останутся приключения. Да, останутся добрые семейные моменты, но повествование изменится, а события пойдут по накатанной. Эту мысль об изменении жанра с течением времени я еще не слышал нигде в комьюнити. И если вы согласны с моими заключениями, особенно если читали новеллу, тогда распространяйте ее. Люди считают, что это история про очередную исекай-имбу? Нет. Люди считают, что Мушока это произведение про приключения? Нет. Вы еще не видели настоящую Мушоку, и ближе к концу сезона, и особенно в следующем, вы увидите, почему фанаты новеллы терпят не самую лучшую адаптацию и не самую лучшую графику. Это я вам обещаю. А на сегодня все, всем удачи и всем пока.